Дорогие мои подписчики, меня зовут Полина. Захотелось поработать? Ляг, поспи, и все пройдет. Вот уже несколько часов медитирую над лоскутиками. В предыдущих видео я уже рассказывала, как очень быстро сшила такое огромное количество квадратов из треугольников. В интернете нашла красивую картинку, вариант раскладки. Вывела ее на экран телевизора. Сейчас смотрю, анализирую, пытаюсь повторить. Как хочется порой ребятам на все забить, ругнуться матом, бухнуть, по роже дать соседям. Но мне нельзя, ведь я же леди. Смотрим внимательно. В этой картинке есть большие квадраты, красные и зеленые. А потом от них идет рисунок гуси. Это два треугольника одинаковой расцветки. Сейчас из всей массы лоскутков отбираю именно такие. Вы помните, что все треугольники я сшивала в хаотическом порядке. Специально не следила, что с чем сочетается. Потому что иногда нужно контрастное сочетание цветов. Темное, светлое. Иногда два. Темное, среднее, два средних или два светлых. Здесь как раз раскладываем по степени насыщенности цвета. Дело это не быстрое, зато результат неповторимый. Вот Карлсон залетел и ждет малыша. После того, как выложили узор гуси, приступаем к заполнению средней части. В этом месте можно выложить вертушки или мельницы, или ромбы, но для начала хочется продумать хоть какую-нибудь симметрию. Попробуем сделать диагональные полосы. Красные квадраты будут обрамлять синие треугольники с васильками. Потом ряд коричневых треугольников. О, сколько нам работы чудной, приносит ум начальство скудный. Ну вот примерно такая раскладка у меня получилась. Узор большой. На столе места не хватает, расположила на полу. А теперь приступаем к сборке. Все лоскутки я раскладывала на столешнице, которую сделали из кусков ламината. Соединили их вместе и закрепили. Очень удобно. Все это просто сдвинула в сторону и поставила швейную машинку. Машинка у меня современная, Юника от фирмы Effective. Нитки для шитья я взяла бежевые, их не будет заметно. Сразу же готовим несколько шпулек. Шить надо будет много, а когда закончится нижняя нить, быстро ее можем поменять. Устанавливаем шпульку. Нажимаем кнопку. Намотка идет автоматически. Когда шпуля заполнится, то намотка остановится. Заправляем нижнюю нить. Потом заправляем верхнюю. Все готово. Намечаем линии швов. Сшивать будем гирляндой, вертикальными рядами. Форма у нас сложная, главное не запутаться. Мелкие квадратики накладываем один на другой. С той стороны, где будет идти шов, можно закрепить иголочкой. Так будем собирать все полотно. При работе за швейной машинкой меняю лапку. Устанавливаю специальную для параллельных швов. На ней очень хорошо видно разметку. Квадратики сшиваем гирляндой. Нитки не обрываем. В конце и начале обязательно делаем закрепки. Из куска цветной бумаги, взявши ножницы и клей, если хватит вам отваги, можно сделать 100 рублей. Когда дошили один ряд, начинаем шить следующий. Потом нитки можно отрезать, первый ряд положить на место и продолжить работу. Бывает, проснешься, как птица, крылатой пружиной на взводе, и хочется жить и трудиться. Но к завтраку это проходит. Все ряды соединены попарно. Квадратики держатся на нитках.
Теперь поработаем утюгом. Швы заутюживаем в каждом квадратике в разных направлениях, вверх или вниз. Утюгом надо работать много. Это хлопок. Если не проутюживать сразу, потом это будет сделать очень сложно. Продолжаем дальше сшивать ряды квадратиков. Посмотрите, все полотно у нас держится на соединительных швах. Теперь будем прокладывать швы по горизонтали. Так как нитки мы не обрывали, все квадратики уже автоматически сцеплены между собой. Все детали у нас одного размера. Шьем спокойно, все уголочки будут на месте. Когда доходим до соединения швов, помните, мы припуски заглаживали в разные стороны. И вот, у нас все красиво прошивается, швы замочком укладываются, лежат ровно, никаких утолщений. Вот смотрите, как соединились ряды. Все уголочки на месте, все ровно. Видела сегодня много лиц, веселых, может быть, счастливых. Как оказалось, шла домой из поликлиники в бахилах. Тщательно проутюживаем все полотно. Помним, что у нас было много диагональных срезов. Работаем аккуратно, ничего не тянем. Ух, красота! Но вы понимаете, что я сшила только половину. С такими большими деталями лучше работать по частям. Тогда меньше перекосов и деформаций. По такому же принципу собираем и вторую часть, а потом сшиваем их вместе. Все тщательно разутюживаем. И вот такая красота у нас получилась. Это будет центральная часть лоскутного одеяла. Размер 115 на 115 сантиметров. Узор складывается из 14 квадратов в ширину и 14 в высоту. Конечно, работу с ним я еще продолжу. Заготовки у меня еще остались. В общем, я пошла медитировать и думать, как продолжить работу с этой лоскутной заготовкой. А вы долго не думайте, подписывайтесь на канал, ставьте классы. В комментариях посоветуйте мне, до каких размеров и как лучше увеличить это лоскутное покрывало. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч. Всех люблю.